Всем доброго утра, раннего утра. И доброй ночи, потому что ночь еще не уступила своей позиции. Дорогие друзья, я сейчас подарю ритуал практикам, один из самых сильных ритуалов в мире, который существует. Этот ритуал поможет вам достичь власти, достичь всего, что вы хотите. Я решилась на такой ритуал для себя не очень давно. Можно сказать, практически с вами. Потому что для этого нужно созреть. Хотя этот ритуал создан, достаточное время уже. И отдано некоторым людям, которые давно практикуют. И я вам скажу, что результаты шокирующие. И я решила все-таки подарить вам. В том числе. Наверняка вы слышали о джиннах. У меня есть ролик о джиннах. Там я подробно объясняю о том, что согласно Корану, да и не только Корану, а древним летописям, джинны существовали на земле еще до появления ислама. Джинны – это восточные духи. Если вы знакомы с историей народов, с мировой историей, то вы знаете, что все цивилизации начались с Востока, с Междуречья. Естественно, древнее колдовство Востока и духи Востока очень сильны. Почему говорят иногда мусульманское колдовство, оно самое сильное, потому что работают через джиннов, подселение джиннов и прочее. С древних времен известно, что когда начинали изгонять джинна из человека, он начинал просить и давать определенные блага, то есть обещать благо взамен на то, чтобы он там остался. Отсюда и возникла сказка о джинне, который исполняет желания. Согласно древним духовным текстам, джинны – это такое же племя, как и люди. Но они, в отличие от людей, не питаются едой, они питаются энергией еды, они питаются энергиями, молекулами еды, скажем так. Они питаются силой, которая исходит от еды, от земли, от деревьев и так далее. Джинны когда-то жили среди людей. Но говорят, что они зазнались, поскольку они первое племя. Из-за этого были жестоко наказаны, их изгнали в те места, где людей нет. Очень много легенд о том, как пропадают люди в лесах, как слышат определенные звуки, музыкальных инструментов. Находились люди, которые говорили, что видели свадьбу джиннов и прочее, прочее. Джинны, как люди, рождаются и умирают. Они делятся на полы, они делятся на национальности, даже на религии. Они духовная нация. Им ведомо многое. Они могут видеть древние миры, они могут видеть древние сферы. Они вездесущие. Они могут и днем, и ночью быть рядом с человеком. Джинны влюбляются в человеческих женщин, и женщины-джинны тоже влюбляются в мужчин. Посмотрите мой ролик «Духи-любовники». Я там подробно разъясняю этот феномен. И они могут не дать выйти замуж девушке, потому что ревнуют. Есть женщины, которых мы называем черные вдовы, у которых все мужчины, которые в жизни встречаются, погибают. Именно погибают, их просто-напросто убивает какая-то сила, убирает из жизни женщины и не дает ей быть счастливой. До тех пор, пока не найдется сильный практик, который сможет договориться с джинном и попросить его уйти из ее жизни. До того момента этот ревнивый супруг не даст ей покоя и не даст ей устроить жизнь, это однозначно. Итак, чтобы долго не говорить, я сейчас скажу, что за ритуал я собираюсь вам подарить. Друзья мои, у каждой ведьмы, у
у каждого практика уже с большим стажем есть множество духов вокруг нее. Волей-неволей они собираются за жизнь. Но есть те, которые верно служат ей с рождения. Кроме всего, есть еще те, которые влюбляются в нее, и она чувствует это. Я уж не говорю об эротических снах и прочее, когда в облачении мужчины приходит такое создание, которого ты по сравнению с земными мужчинами, конечно, не найдешь. Земные все мужчины уступают вот такому созданию во всем. Но те, у которых нет восточных корней, конечно, рядом с ними находятся абсолютно другие силы и духи. Однако можно призвать восточного духа. Учтите, это темпераментная сила. Сравните, с тем же арабом. Это темпераментная, ревнивая сила, которая будет рядом с вами. После того, как вы провели этот ритуал, вы можете с ним говорить. Он придет обязательно во сне. Он скажет, как его зовут. Он примет вас в свое семейство. Начнется ради вас ужасная война везде и всюду. Любой человек, который вас обидел, вплоть до родного человека, может быть жестоко наказан, вплоть до смерти. Он будет следовать за вами по пятам. Вы до конца не будете принадлежать ни одному мужчине. Даже если вы выйдете замуж, это не означает, что ваш ревнивый супруг не будет рядом с вами. Вы будете его ощущать, вы будете с ним говорить. Ясновидение у тех, у которых она уже есть, настолько усилится, что просто, как вам сказать, до беспредельности. Когда я создавала этот ритуал, мне было такое ощущение, что меня подбрасывают до потолка. Это ощущение невесомости. Это поймет только человек, который в ремесле точно так же давно, как и я, и испытывал все эти прелести колдовской жизни. Итак, я вам представляю ритуал венчания с джинном. Для чего это нужно? К этому нужно быть готовым. Учтите, это нельзя каждому брать и делать. У вас ничего не получится, но в вашу жизнь придет сущность, которая вам все испоганит. Учтите, еще раз говорю, это могут провести только те, у которых очень большой опыт работы с пантеоном духов. И если они не желают принадлежать всецело земному мужчине, это не значит, что у вас не будет любовников, это не значит, что у вас не будет интимной жизни. Это все будет. Но очень часто в этого любовника будет входить ваш духовный супруг, внеземной супруг. Вы просто ощутите, что рядом с вами вместо этого человека совсем другой. Даже лицо другое. Учтите. Потому что может быть так, что ночью повернетесь и увидите на подушке лицо совсем другое. Не страшно, не ужасающее. Джинны очень красивые. Кто сказал, что они такие безобразные, страшные, с рогами? Это, конечно, больше на фольклор похоже. Они очень красивые. И родить от него вы не можете. Вы можете просто, если они только могут создать свое племя с помощью земного мужчины, то есть в какой-то мере раствориться в нем, и ребенок, рожденный от него, будет похож на того, кто ваш нареченный супруг вне земных сфер. Вы знаете, это все может показаться красивой легендой, если бы, одно но, если бы все колдуньи Востока, основное количество самых сильных, не венчались бы джиннами. В древние времена, когда женщина очень долго не выходила замуж и не желала мужчину, ее начинали подозревать в связи с джиннами или с одним джинном. Считали ее нареченной джинном. Тем более, если все, кто ее обижал,
Ну, в общем, можно сказать, погибали. Это навеки вечный союз, но он вам даст очень много преимуществ. В вашем городе, в вашем районе, в вашем центре, в вашем краю, в вашей республике, неважно, не будет более сильной колдуньи, чем вы. Со временем, после брака с джинном, в течение 3 месяцев у вас уже настолько слава обрастет, что вы сами удивитесь, откуда люди о вас узнают, откуда вам столько дарят, благодарят, что происходит, почему ваши враги через некоторое время встречаются с ужасными катастрофами, что это такое и прочее, прочее. Это есть венчание джинном. Ни один практик не выдал никому секрет, как провести это венчание. Но я вас уверяю, что у каждого свой метод. Там даже бесхитростные есть методы, абсолютно бесхитростные, очень простые. Но не в этом суть. Суть в том, что мы имеем преимущество, и пока мы не пожелаем, не позволим, они не придут в нашу жизнь. И вот когда ты официально позволяешь, зовешь и выходишь за него замуж, вот тогда он имеет право взять тебя в жены. Практически он невидимо будет следовать за вами. Я воссоздала этот ритуал таким образом. Изучая восточные традиции, древние традиции замужества, как это происходило, изучая историю, связанную с джиннами, очень много различных поверий, книг и прочее, на основе всего я создала этот ритуал. И вы понимаете, что этот ритуал точно так же действенный, как и все те ритуалы, которые мне приходили, которые мне давались. Этот ритуал для ведьм, но точно так же может поступить и колдун. Просто вместо мужчины созвать женщину в свою жизнь. Но женщинам, джиннам намного тяжелее будет работа. Почему? Потому что женщина капризна, ревнива. Мужчина, конечно, не меньше, но в любом случае мужчина во власти колдуньи. Он ее слушается, делает, как она хочет, как она велит, как приказывает. Женщина немножко иного характера. Вы знаете, в цирке дрессируют самцов, но не самок. Вы видели, чтобы на арене были львицы? Я нет. А вот львов много, самцов. То же самое касаемо тигров. Женщину подчинить намного сложнее. Поэтому подумайте. Еще раз призываю тех, которые хотят это провести, подумайте много раз. Потому что он больше никуда не уйдет, и он будет на всю жизнь с вами. Мужчина, который вас обидит, будет получать по морде, может попадет в аварию, может не умрет, если вы просите, чтобы он жил. Но он его будет трепать очень сильно. Потому что вы сами понимаете, что вы его супруга. А он временный земной муж. И не более того. По закону джиннов таким образом возможно, поскольку они прекрасно понимают, что не могут жить в нашей сфере в теле человека. Поэтому приходится некоторое время уступать вас на время другому мужчине. Но основное внимание, любовь, ваши сны, ваши фантазии, ваши жизненные дела и прочее, все будет связано с колдовством. Если вы готовы всецело посвятить себя колдовству, то этот ритуал для вас. Еще раз говорю, умножится то, что есть, чего нет, то не умножится. Если нет ясновидения, этим ритуалом оно у вас не появится. Если нету силы колдовской, этим ритуалом оно не появится. Если нет у вас разрешения колдовать, этим ритуалом оно не появится. Поэтому, если у вас этого всего нет, вы просто испортите себе жизнь. Поэтому не советую. Думайте еще раз. Те, которые ко мне относятся нехорошо, этот ритуал им провести я не советую. Почему? Потому что этот ритуал им испоганит очень много в жизни. Видите, я предупреждаю, могла бы не сказать. Потому что только уважая меня,
только уважая того человека, который на протяжении нескольких лет думал, как бы правильно составить этот ритуал, и составил. Только уважая меня, вы можете достичь успехов в том, что я сейчас сделаю. Итак, абсолютно новый черный материал, кусок черного хлеба, соль, вода, одна новая черная свеча. На полу стелите точно так же новую черную ткань. Становитесь на эту ткань абсолютно обнаженные, без ничего. И читайте это 3 раза. Каждый раз повторяя те же самые движения. Посолив немножко хлеб, отломив хлеб, есть, запивать водой. Если у вас нет возможности оставить на алтаре, оставьте где-нибудь в другом месте. Это все. На следующий день выносите, положите где-нибудь. Не выкидывайте ни хлеб, ни соль. Итак, начнем. Я, дочь ночи и тьмы, призываю к сферам, к миру джиннов. Вы, живущие на земле до нас, племя джиннов, вы, знающие тайны мироздания, вы, владеющие древними сакральными знаниями. Я, рожденная ведьмой, ваша кровная сестра, я такая же дочь тьмы и хаоса, как и вы, дети его. Племя джиннов, кто среди вас влюблен в меня, кто давно ходит следом, изгоняя моих ухажеров, кто мстит моим врагам. Именно тот джин мной вызывается. Именно за него я замуж иду. С этого времени, с этого часа. Приди, встань предо мной, беру тебя в мужья и выхожу за тебя замуж. Всецело отдаю себя тебе, ты мой нареченный супруг, отныне и до веки. И племя джиннов свидетели тому. Приходи во сне, назови свое имя, днем следуй за мной. Защити, научи, покажи неизведанное, даруй мне тайные ключи тайных наук. Проведи меня в древние миры. Пусть племя твое отныне знает, что я твоя названная супруга и любимая. И за меня рвет на части всех моих врагов. Гонит ко мне всех людей с дарами и почетом. То стану я, охраняема племенем джиннов. Я супруга могущего джинна. Я главная жена главного в семействе джиннов. И условия мои ему названы. Я, Инга, рожденная Анной, беру в мужья джинна потусторонних сфер. Даю зарок не гнать его из своей жизни до скончания дней своих, а после жизни быть с ним в ином мире. Нареченный супруг мой, прими меня в свое сердце, в свою сферу. Отныне я в сотни раз приумножаю свою силу. В сотни раз приумножается то, что я умею и чем владею. Отныне мой невидимый и могущественный супруг исполнит любое мое желание, даст власть над людьми и джиннами. Властью колдовской, словом вечным открываю врата и впускаю тебя в свою жизнь. Беру тебя в мужья и становлюсь твоей женой. Делю с тобой хлеб, соль и воду. Никуда нам друг от друга не уйти. Будь рядом и дай мне все, что я прошу. Венчай нас, хаос, венчай нас, черная матерь. С этого мига наш союз состоялся. Свершилось, да будет так, навеки вечные. Ведьма Инга и джин созваны, обвенчались. Прими меня, как родную, в племя джиннов. Да будет так.
разделяю с тобой хлеб, соль, и воду. Отныне я твоя супруга, ты мой супруг. Мы неразделимы на веки вечные, вечные века. Да будет так истинно.